Привет! Так уж случилось, что по своим функциональным возможностям, а также непосредственно по звучанию, самыми лучшими беспроводными наушниками на сегодняшний день лично для меня были и остаются Huawei FreeBuds Pro. И все бы было ничего, но стоят они довольно дорого, даже сейчас. Что характерно, до недавнего времени ничего даже условно близкого по этим параметрам и характеристикам за более вменяемый ценник рынок не предлагал. Но производители наушников не стоят на месте, с каждым разом пытаясь создать что-то более интересное и быть ближе к топовому сегменту. Но вот наступил апрель 2021 года и произошло то, чего многие ждали. На свет появился достойный конкурент FreeBuds'ов. Это беспроводные наушники Phil.cc Pro, именно от той самой компании, что подарила лично мне неизгладимые впечатления от своих, не побоюсь этого слова, уникальных вкладышей, аналогов которым я по сей день так и не встретил. И вот в сегодняшнем своем видеоролике я расскажу тебе про вторые знаковые наушники в индустрии, которые по праву можно считать одними из лучших в своем классе. Сегодня я расскажу тебе про Phil.cc Pro. Как и в случае с одноименными вкладышами, модель Pro имеет потрясающий дизайн. Для кого-то их вид будет чересчур необычным, а мне же напротив, понравилось здесь абсолютно все. Чего только стоит этот светящийся логотип на лицевой стороне кейса, который загорается при его открытии и закрытии. Никаких зазоров и выделяющихся стыковых швов на корпусе зарядного кредла нет. Крышка открывается на 90 градусов, петля здесь пластиковая, без доводчика. В открытом состоянии никак не фиксируется, ну и не люфтит. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Габаритные размеры кейса по длине, ширине и высоте составляют 62 на 24 и на 46 мм соответственно. Емкость встроенного аккумуляторного блока 420 мАч, а в каждый наушник поместили по 40. В нижнем торце встроен современный разъем USB-C для зарядки, помимо которого наушники поддерживают и альтернативный способ пополнения энергии беспроводным модулем. Что характерно, производителем заявлен одинаковый интервал времени зарядки как по проводу, так и без. Однако на поверку оказалось, что это не совсем так. По проводу в моем случае кейс зарядился за 1,5 часа, тогда как по wireless интерфейсу это время составило около 2. Непосредственно для самих наушников в кейсе поддерживается функция быстрой зарядки. 5 минут нахождения их внутри обеспечит примерно около 40 минут проигрывания музыки на максимальной громкости. Процесс же полного пополнения энергии от 0 до 100% для самой гарнитуры длится около 50 минут. В самих наушниках производитель применил тот же дизайнерский ход, что и в своих вкладышах. Выглядит они строго и аскетично. Ножка имеет квадратное сечение стороной в 6 мм и серое пластиковое покрытие, выкрашенное под металл, а в верхних торцах установили по одному светодиодному индикатору. Они загораются лишь в момент сопряжения, а вот во время работы они гаснут. Основной корпус с звуководом сделан из черного матового пластика, и это отличное решение, ведь именно с такой поверхностью выпасть из уха при интенсивной ходьбе или беге у наушника практически нет шансов. Комплектные амбушюры хорошего качества, они мягкие и обеспечивают прекрасную посадку. Менять их точно не придется, размеров хватит на всех. Как и во всех остальных моделях наушников Phil, по умолчанию из коробки управление функциями мультимедиа немного урезано. Для того, чтобы активировать все их функции, тебе нужно поставить фирменное приложение Phil Plus. И здесь я попрошу отдельного внимания. Возможно, на момент, когда ты получишь свои наушники из Китая, все будет работать прекрасно. Но на данный момент Phil.cc Pro коннектится только к единственной версии приложения, которую можно найти на форуме 4PDA. Даже родная китайская программа, скачанная и установленная по QR-коду с коробки, не видит эти наушники. Я перепробовал несколько вариантов программы Phil Plus, и только с 5-й попытки у меня получилось установить нужное. И здесь я бы хотел выразить особую благодарность автору данной адаптации. Почти весь интерфейс переведен на русский язык, что автоматически избавляет тебя от надобности сидеть с переводчиком. И вот наконец-то у нас первое приятное новшество. На первой странице имеется отображение уровня заряда каждого из наушников и отдельно кейса. Следующая страница посвящена полностью звуковым настройкам. Помимо стандартных 3 быстрых пресетов, как это было в прошлых моделях, здесь у нас дополнительно есть еще 12 заготовленных. Плюс ко всему добавлен и пользовательский эквалайзер для ручных настроек. Но я тебя уверяю, те надстройки, которые предлагаются для выбора, отобьют всю охоту лезть и крутить эти бегунки. Пресеты настолько классные, что я поначалу
поначалу не знал даже, что и выбрать. Наушники звучат просто превосходно. По частотам всего достаточно, и в данной ситуации даже сложно сказать, чего здесь не хватает. Ведь благодаря этим настройкам можно получить любое звучание, которое тебе нравится, вне зависимости от того, какую музыку ты предпочитаешь слушать. И самое главное, уровень максимальной громкости, как и у всех моделей Field, здесь запредельный. Из коробки он выставлен примерно на 80%, но здесь же в приложении его можно добавить до 100%. Как и во всех своих обзорах, автономность наушников я проверял на максимуме их возможностей. И могу сказать, что время их работы на уровне громкости в 100% в моем тесте составило 5 часов и 48 минут, что почти сходится с заявленными производителем 6 часами. Но здесь я позволю себе еще раз повториться и уточнить, слушать на сотке их лучше не стоит, слишком громко они играют. Ну а теперь по традиции я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают встроенные в наушники микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках Field CC Pro. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас открываю окна по традиции. Сюда мне задувает ветер с двух сторон. И, собственно, можно услышать, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Допустим, если ты летом захочешь проветриться, открыть окна, и тебе кто-то наберет на телефон, и ты сможешь поговорить по вот этим вот наушникам. Вот как-то так это все работает. Ну и по традиции второй тест в машине именно с печкой. Сейчас я выкручиваю ее на максимум, она потихонечку набирает обороты. Вот сейчас я тебе включу шум, который здесь стоит в машине в момент теста, чтобы ты понимал примерно, при каком уровне шума это все происходит. Ну и, собственно, вот так отрабатывают шумодавы в таком сценарии использования в наушниках Field CC Pro. Оставляю все на твой суд, еще будет 1 или 2 теста. Собственно, не переключайся. Проверяем работу микрофонов в наушниках Field CC Pro. Специально остановился на Ярославском шоссе. Здесь очень много машин проезжает. Правда, сегодня погода не особо ветреная, но шума дороги довольно-таки много. Постоянно проезжают фуры, постоянно какие-то легковые автомобили проезжают. И, в принципе, можно понять примерно, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках. Ну и так, чтобы закрепить материал, я сейчас еще один тест тебе предоставлю. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках Field CC Pro вот в таких вот условиях такого поля. Мне сейчас еще дует в лицо небольшой ветерок. Машин парочка, вот сейчас еще одна едет. Портер меня сейчас проедет, увидит. В общем, вот так отрабатывают шумодавы в этих наушниках на улице, когда погода очень даже неплохая, но дует легкий летний ветерочек. Как-то так. Ну что же, если кратко резюмировать, то в целом работа микрофонов мне понравилась. Да, алгоритм шумодава здесь не как в хуавеевских прошках, но в целом он работает очень даже неплохо. По крайней мере, он намного лучше, нежели в недавно обозреваемых FreeBuds 4i, и это при схожей цене. Как ты мог заметить, помимо эквализации и регулировки общей громкости, в звуковом разделе приложения имеется возможность включить функцию активного шумоподавления. Производитель даже придумал для нее отдельное название My Audio Filter, или сокращенно MIAF. И здесь у нас имеется 4 сценария использования. Классический ANC для транспорта, режим двойного прослушивания, отдельная надстройка для ветреной погоды и мой любимый режим прозрачности для улицы. И вот конкретно по их работе могу сказать так. Классический шумодав для транспорта справляется очень даже хорошо, оставляя легкие отголоски шума в верхнем диапазоне. Режим двойного прослушивания я, если честно, не понял, а вот с ветром у наушников справиться получилось. Да, в поле он был не таким уж и сильным, но все же эффект его работы я ощутил. Что же до режима прозрачности, то здесь, увы, до FreeBuds Pro наушники не дотянули. Музыку надо убавлять ближе к минимуму, либо выключать вовсе. Но по-хорошему, если мне необходимо с кем-то поговорить, я все равно музыку отключаю, чтобы не отвлекаться. А вот наушники при этом доставать из ушей необходимости нет. Примечательно, что алгоритм работы шумодава здесь настроен как и в Huawei. Если ты вынимаешь наушник, то работа этой функции приостанавливается, дабы не расходовать заряд. За данную функцию отвечают встроенные датчики автопаузы, которые можно активировать на 3-й странице приложения, ровно как и полноценное управление мультимедиа. Здесь, по идее, к уже существующим функциям при активации данного рычага присоединяется регулировка громкости на левый наушник и переключение треков на правый. Одинарный тап на левом отвечает за громкость в плюс, то же действие по правому переключает трек вперед. Тройной тап на левом убавляет громкость, а на правом отматывает песню назад.
Двойное касание отвечает за плей-паузу и ответ на входящий вызов. Удержанием пальца на сенсоре можно переключаться между режимами шумоподавления, а во время входящего телефонного звонка по данному же действию можно его отклонить. Голосового ассистента можно позвать, если сделать доступным жест на удержание сенсора в течение 4 секунд. Но на самом деле самой крутой киллер-фичей модели PhilCC Pro, которой нет у большинства конкурентов, можно назвать мультиподключение. Данными наушниками можно пользоваться сразу с двух устройств, без необходимости лезть постоянно в настройки для переподключения. Для этого просто необходимо активировать соответствующую опцию в меню приложения и подключиться к двум устройствам. После этого при удержании пальца на сенсоре в течение 4 секунд с наушников можно будет переключаться между сопряженными устройствами без проблем. Штука эта удобная и для многих очень желанная в беспроводных наушниках. Помимо всех крутых штук, которые я уже перечислил и про которые успел рассказать, создатели PhilCC Pro не забыли и про мобильных геймеров. В приложении на третьей странице имеется раздел с режимами низкой задержки, в котором доступна активация игрового сценария. И вот мой тест в популярных шутерах выдал следующий результат. Задержка в PUBG Mobile составила 180-220 миллисекунд, а в игре Call of Duty Mobile данный интервал получился чуть меньше, но не сильно, и составил 160-200 миллисекунд, в зависимости от применяемого оружия. Не знаю, стоит ли говорить, что в YouTube при таких раскладах полет более чем отличный. Мне кажется, в подобных устройствах этим уже никого не удивишь. Приложение постоянно оптимизирует, и если у тебя проблемы с задержками при просмотре роликов, то дело тут точно не в наушниках. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Главного в паре нет, и наушниками можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. И вот неприятным бонусом китайской вариации наушников является системный женский голос с китайским монологом. Но признаться честно, я мало обращал на него внимания, так как он не сильно навязчивый и не такой громкий. В целом, конечно, к такому привыкнуть можно, ну или как вариант ждать глобальную версию, если таковая все же выйдет. По стабильности связи с моим основным смартфоном Poco X3 NFC проблем с обрывами замечено не было. Работают наушники стабильно, без сбоев и отвалов. Расстояние на заявленных 10 метрах от источника сигнала держат они хорошо. Да и кто бы сомневался при наличии современного Bluetooth модуля версии 5.2. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что как по своей функциональной составляющей, так и по звуковой PhilCC Pro смогли меня приятно удивить. Да, пока до FreeBuds Pro они еще не дотягивают, но расстояние сократилось очень даже прилично. И мне, признаться, довольно сложно назвать в них хоть один весомый минус, ведь вменять в вину китайской версии наушников китайское голосовое сопровождение я не вижу никакого смысла. Наушники сделаны для китайского рынка, но даже при всем при этом фирменное приложение благодаря энтузиастам уже имеет на борту русский язык, и разобраться с их работы будет как никогда просто. Таким образом, если тебе нужны наушники с мультиподключением и отлично работающими удобными функциями, а самое главное, у тебя есть на это все дело плюс-минус $85, то я не вижу препятствий к покупке этих наушников. Возможно, в скором времени они будут стоить еще дешевле, но об этом можно только догадываться. Ну а я благодарю тебя за просмотр, отдельно скажу спасибо за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.